Это город Арск. Сюда из Казани ехать целый час или больше. За Арском, сразу после поля, где пасутся коровы, живут бабушка и дедушка. И еще одна бабушка, очень старенькая. А это я, меня зовут Карим. И собака. Иногда она лает, но на самом деле очень добрая. А это куры. Они несут очень вкусные яйца. Я люблю собирать яйца, помогать бабушке и дедушке. А это мой дедушка. Его зовут Марсель. Говорят, что он на все руки мастер. Эту мельницу он сам сделал. Насыпешь пшеницу, а из нее выходит мука и отруби. Это моя бабушка. Ее зовут Равия. Вот своя мука. Из своей муки все мы делаем. Ничего не пропадает. Все. А еще дедушка смастерил кухонный комбайн. Туда бросишь свеклу, картошку, и получается угощение для бычков и телят. А еще сено. Моя бабушка просыпается раньше всех. Кажется, даже раньше петухов. Потому что ей надо доить корову, кормить бычков, кур и готовить завтрак на всю семью. А как завтракать без молока? Больше всего я люблю помогать на уборке урожая. У бабушки с дедушкой такие вкусные огурцы и помидоры, вкуснее, чем апельсины.
еще у нас есть картошка. Ее нужно пробаловать и собирать колорадских жуков. Сегодня у нас гости, поэтому бабушка пошла в курятник. Но не в тот, где красивый петух, а в другой. Ой, на это лучше не смотреть. Ну так надо, потому что сегодня к старенькой бабушке, кажется, это мама моего дедушки, приехали гости, и даже из Москвы. И она им что-то рассказывает. Yarar bağlar, men özüm işli semiyada 12 balayık. Я сама выросла в семье, где было 12 детей. А я была самой старшей. Один очень красивый парень только из армии вернулся и влюбился в меня. А мне еще 18 не было. Я за него замуж вышла. 17 лет вместе прожили. 8 детей у нас родилось. Однажды с утра ушел на работу, а к 11 известие пришло о его смерти. Не знала, что и делать. Дети еще маленькие, не самостоятельные. Самая старшая в 8 классе, а младшему год и 2 месяца. Еще в колыбельке. Родные и родители проводили мужа в последний путь. Кушать ничего не осталось, и деньги закончились. Одна комната. Дети и на кровати, и на полу лежат. Мама, кушать хочу. Сынок, спи завтра. Ладно? Ana şul ide bağlar iden de karavatta da tizilişip yatalar indi. Что мне делать, матери? Глажу их по головкам, по спинкам, укрываю одеялом, дверь закрою и плачу. Прошу у Аллаха помощи, здоровья, долголетия, детям здоровья. Сижу и плачу. Жылы отырам енді. Ол жылы жетмесе сиырыбыз да қысыр қалды, сүтіміз де жоқ. В том году еще и корова не отелилась. Пеш түбіне Даже молока у меня не было. В печь ставила пустую картошку, без масла или молока. Так и готовила. Фирмаға кірдім енді. Потом Фирмада ішлейм. Устроилась на ферму работать. Заведующий фермой был Гаймран, знаменитый своим злым характером. Однажды, когда все ушли с работы, и я собралась идти домой, он сказал: «Знаю, Клара, детям нечего кушать. Хотя бы по пол-литра молока каждый день забирай домой». И пообещал закрывать на это глаза. Благодаря этому человеку, которого все считали злым, а он разрешил мне брать это молоко, помог моим детям выжить.
Я стала готовить для детей картошку с этим молоком. Картошку нарежешь и в молоко положишь. Şol berenge bilen sütlü sultanlaşıylar indi. İyi. Yok. Bir nerse yok. İkinin bari benim kırk kaşıkta. Было у меня двое братьев в деревне Куркачи. Benim halim ne bilirge dilinde. Как-то раз они пришли меня проведать, а у меня и угостить нечем. Üstakırına kilip oturdular dağın, korap durdular dağın. Приготовила чай, Omi tuttular da gittiler indi. Kuru şeyini güne eşit. И осталось у меня два вот таких зачерствевших куска хлеба, а больше ничего нет. Они сели к краю стола, посмотрели, сказали аминь и, глотнув чай и даже не дотронувшись до хлеба, ушли. Günlerden bir günü işegimde beklep işe bargarıp çıkıp baradır idim. Bir maşina kelip to'xtadi indi qopqatib bizga. Abov men aytam bu ne deb mashina ekansan deb qarayman endi hozir qarasam qopqonida ishib kirdilar. Однажды остановилась одна машина. Оттуда кто-то вышел и открыл мои ворота. Оказывается, мой братишка. Говорит, выноси какие-нибудь покрывала. Покрывал-то не было. Два покрывала было на двух кроватях. Их вынесла и отдала. Он, родненький, оказывается, пшеницу привез. Эту пшеницу мы с детьми в мешки переложили. Он еще спросил, нет ли 3 рублей. Я сказала, что нет. Сейчас у соседки спрошу. Он сказал, раз к соседке, тогда не надо. Мне шоферу надо было дать. Они уехали, а я боюсь. В нашем колхозе пшеницу еще не раздавали, а мой братишка работал комбайнером в деревне. Пшеницу в мешки пересыпали, 6,5 мешков получилось. Я боялась, что он украл эту пшеницу и понесла к соседке. Стала уговаривать. К вам занесу эту пшеницу. Если вдруг за ней придут, и если он взял без спроса, посадят моего братишку. Пожалей его, говорю. И она согласилась. Прошла неделя. Приехал брат и спрашивает, апа, вкусно было? Детей накормила? А я говорю, не, пшеницу у соседки. Как у соседки? И я все рассказала. Он говорит, эх, сестра, я у хозяина, у председателя колхоза спросил разрешения. После этого он забрал пшеницу у соседки, свозил на мельницу и привез муку. Я соседке за помощь полмешка оставила. Этими 6 мешками пшеницы, а потом еще были причитающиеся за работу мужа. Потом сын ходил пшеницу выгружать из машины после комбайна. Ему тоже за это давали немного пшеницы. Вот так мы и спаслись от голода. Пошла в собес, а мне говорят, за кормильца 13 рублей. Так у меня 8 детей. Неважно, сколько детей, кормильца потеряла одного, но потом дали 26 рублей. Дети, мне пенсию дали. Теперь я каждый день могу вам хлеб покупать. Мама, мы будем тебе помогать, слушать тебя, поддерживать тебя. Ой, какие вы у меня хорошие. Мен үземнең 20 оногым бар, 8 балагайма. Аллаһка шөкер. 20 оныкка хәзер 36 оныкчыгым бар. Әлхәмдүлиллаһи шөкер.
Birisinden birisi şiverler, birisinden birisi motorlar, unganlar, bulganlar. Allah'a şükür. Hele avulda Allah'a şükür. Tilge mingenimiz bulmadı. Dan tutup yaşadık, tırışlık bilen. Birdem yaşadık. Bütün tuğanları koydu. Allah'a şükür. Bik köngüllü, künde beyrem degen şekilde otna sayın. En az olganda 15 kişi bulabız indi. En az olganda. У меня 20 внуков, 36 правнуков. Все приезжают в гости. Каждую неделю минимум 15 человек бывает. Жизнь сейчас стала очень хорошая, слава Аллаху. Лет только нам много стало. Если бы были немного моложе, было бы хорошо еще пожить при этой хорошей жизни. Жизни, конечно, осталось очень мало. Пусть будет, как Аллах решит. Лишь бы Аллах дал нам прожить без бед оставшуюся жизнь, не видя потерю детей. Рассказ тети Клары, Клары Апы, поразил меня до самой глубины души. Ведь все это происходило совсем недавно, в 69-м, 70-м году. Тогда многие советские люди покупали себе полированную мебель, искали возможность купить новый цветной телевизор. А кто-то спорил, какая же машина лучше, «Москвич» или «Жигули». Ну, конечно, «Волга». Только в очереди приходилось долго стоять. Даже стыдно становится, что где-то рядом с нами в те счастливые годы вдова думала о том, чем накормить своих детей. Невозможно, немыслимо представить себе такое в современном Татарстане. Одинокую многодетную мать не оставят без помощи. Ей не то что хлеб домой привезут, ей и дом новый дадут. Ей еще и машину купят, и о детях позаботятся. Понадобится детям пианино, так я уверен, найдутся добрые люди, привезут и пианино. Все для того, чтобы дети, чтобы новое подрастающее поколение жило хорошо, жило без бед. Однако, как рано, как быстро мы забыли невероятную ценность самых простых вещей. Простого хлеба, простого молока. Ведь поблагодарить следует того якобы злого человека, Геймрана. Да он не злой был, он был строгий, он был рачительный. И доброты в его душе было с запасом. Просто времена были такие. Люди того поколения имели особый характер. Они очень сильные. Они до сих пор чувствуют ответственность за все. Давай, невестка, надо приготовить эчпачмак. Время обеда. Да. Родственников нужно накормить вкусным обедом. Да, мама. Быстро, быстро, быстро давай. Так, Равия Ханум, будете показывать, как эчпачмак готовить? Да, буду, но сначала мне надо мужа покормить. Вот он суп просит. Ему надо на работу. Покормите, давайте. Да, сейчас накормлю. Вы тоже будете? Я сначала хочу посмотреть, как готовится, а потом покушать. Вы куда сейчас хотите поехать? Куда, где какие дела? За соломой поеду. За соломой? Да. Это душное Başka дело. takile. Приятного аппетита. Sonra aşağıtasın mı? Sen şimdi soğan taşlatasın mı? Yok. Aşağı gidersin. Равия Ханум, что будем готовить сегодня, во-первых? Ну, Что мама сказала? Мама сказала, ошпишмак. Треугольники надо готовить. Эчпачмак. Да. Вот. У вас какие-то особенные треугольники, я слышал? Ну, особенные, конечно. В чем состоит ваша особенность? Скажите. Все вот готовят из мяса говяжьего, а я готовлю из внутренности.
Там у нас легкие и сердце быка. Ага. Вот. Это резали свою скотину? Да, свою скотину резали. И вот что сделали с осенью. фаршем? Как это сделали? Просто Ну, вот, уже как-то варили или как? Да, чуть-чуть сварили, а потом через мясорубку, Мясорубку. пропустили. И да. держите потом в холодильнике. В холодильнике замороженным держим. Вот. Заморозили, а когда Да. надо, достаете, да? Да, чтоб, ну вот, одну порцию готовлю, Мгм. пакет сложим и так плоский ставим, чтобы удобно было хранить. Ну, начинайте. С чего будете начинать? Давайте. Надо сначала, конечно, картошку почистить. И, Картошка тоже своя же, правда? Картошка тоже своя, свой огород. Вот картошку почистила, лук почистила. Надо сейчас картошку измельчить. У меня аппарат такой, быстрее, чтобы получилось. Да и правильно делать, что через аппарат. Какая разница? Ножом Конечно, порезать Да. или аппаратом порезать? Она, наверное, готовит эчпочмак сразу на роту. Сколько, У нас всегда так. Народу Каждый много. неделе. сколько человек в семье приходит, когда кушает, когда она готовит? Когда 30 это мало. 30 мало. Еще Ну мы вот. приехали. По 8 штук в каждом. Ого. Вот так работаем. У меня норма тут 3,5 полных вот этих Ага. надо. Ладно, счастливо. Поскорее возвращайся. Ладно, ребята, давай. Во сколько Конечно. утром просыпаетесь? Я в 4. 4 утра. Что вы делаете в 4 утра? В 10 ложусь, это рано еще. Муж говорит, ты что, в армии что ли служишь? Все время ждешь, когда 10 часов стукнет. Я говорю, нет, надо же все убрать. Когда все убрано, все здесь вымыто. Утром встаешь, все хорошо, чисто. Приятно же. А лук я пропускаю через... Вот у меня аппарат такой, чтобы слезы не лились. Правильно, что лишний раз плакать? Да. Вот так. Раз и готово. Да, а то б сейчас плакала. Да, то бы я сейчас плакала. Если лука много, то вкусно получается треугольники. Я люблю, когда сочные. Скажите, пожалуйста, а на фарш какой-то жир или масло, что добавляете вы? Нет, на фарш я не добавляю, а вот когда тут корочка затвердевает, вот Ага. треугольника, а потом вынимаю и туда ложу бульон Ага, понятно. со сливочным Еще маслом. для сочности, да? Да, 2-3 ложки так. Будем делать тесто. Надо на тесто нам яйца. 3 штуки, это много, наверное, будет. Ну ладно, я 2 добавлю. Надо добавить сюда воды. Я добавляю теплую воду, чтобы у меня тут жир ведь говяжий, он твердый и остывает быстро. Его надо еще растопить. Растопите. Да. До того, как тесто готовить, надо затопить духовку, чтобы она грелась лучше. Давайте. А вот я вижу, вы в духовке камни положили, да? Да, чтобы тепло подольше сохранялось и ровно, чтобы Равномернее да, пропекается. равномерно, чтобы. Полезный секрет. Да. То есть взяли и положили в духовку камни, просто заложили. Это всё. они небольшие, они такие легкие. А легкие, да? Да, Это какие-то- легкие. такая. А это термоизоляция. Ну, вот дренаж бывает же, Ага. когда цветы сажаем, дренаж внизу горшочка. Сейчас надо мне воду теплую. Да, а без соли-то никак. Надо все время говорить бисмилля, чтобы всем хватило и чтобы бараката было. И сюда я, Благословение. да. Ну, еще надо во внутренность перец положить, перец. С перцем вкуснее. На фарш, да? Да, на фарш. Надо еще вот растительное масло тоже положить. А то он быстро так затвердевает.
И говяжий жир, да? да, говяжий жир, он быстро затвердевает, и потом трудно будет раскатывать тесто. Ага. Добавляю. Ну, маслом разбавите и лучше Да, получается. да, лучше получается. Ну, 60 грамм, да, наверное, налили? Ну да, наверное. Так. И добавляю 1 чайную ложку дрожжей, чтобы... Обычные сухие дрожжи. Да, сухие дрожжи, чтобы не твердым было тесто. Вот так, еще чуть-чуть. Вот взяли 2 яйца, да? Воды сколько было там? Ну, наверное, пол-литра. Пол-литра воды. Литр можно, да. Вот, Вот я сейчас посмотрю, у меня как получится, еще добавлю. Я так вот по рецепту никак. Без Сколько всяких, руки да. просят? Да, да. Как душа как просит. О, Вот. Как моей душе угодно, так и все делаю. Вот так и живем, душа в душу. сколько лет вы уже живете с Марселем? 45 будет скоро. 45? Да. Надо говорить, скоро 50 будет. Да, жить буду до 50, это бы хорошо. Доживете. Да, Аллах берса, Аллах берса. Не по рецепту все. Свой рецепт, как говорится. Я тоже да. не люблю эти граммы, минуты. Это граммы нужны для столовой. Наверное. Да. уж, Там да. в столовой там же продукты, ну, типа государственные, там, Да. или тебе выдали продукты, и вот ты должен приготовить вот столько чпачмаков, или столько там балищей должен приготовить, вот столько, да? Вот эту муку должен расходовать. Там надо взвешивать. Если дома готовим, для себя готовим, зачем взвешивать? Да, конечно. Тесто останется все равно, обжаришь там на сковородке. Просто жарить на сковородке, Да, если да. тесто останется. Да. С маслом? С маслом чуть-чуть потом помажем. В сухую, на сухой сковородке испекаете Да. тесто, да? И как лепешечки, да? Да, как лепешечки. А детки любят они. Сейчас надо его домесить. Я люблю смотреть, когда тесто месят. Да. Как оно меняется, да? Я когда тесто месю, то всегда читаю молитву. Это мама меня учила. Читала молитву тоже. Нас учила. Папа тоже был мулой. Надо еще чуть-чуть подождать, чтобы тесто отдохнуло. Его надо накрыть. Вот сейчас надо это перемешать. Ну, Пока давайте. тесто отдыхает, надо перемешать. А кто же вас готовить так научил вкусно? Ну, не знаю, когда я тоже до того, как выйти замуж, с мамой все время ходила, готовила. Сейчас помажу жиром, чтобы не прилипало. Это что получается? Уже сейчас начнем лепить? Да, сейчас начнем лепить. А можно маму позвать? Мы вместе с ней работаем вообще, да. И мама еще работает? Да, мама помогает. Давайте позовем. Я схожу. Да, мою маму позовите. Они идут синем башкабу мы. Мама, ты идешь сюда? Поможешь чпачмаки Айде. готовить? Иди сюда. Hayda oturarsan mında mı? Mında oturayım da. Давай, вот сюда садись. Hayda otur. Otur şunda. Otur, şunda otur. Şunda otur. Hay yasibız. Mında kara. Hazır. Я подумал, вы шутите. Нет, не шучу, мама всегда помогает. Без мамы никак. Без мамы никак. Она моя самая большая помощница. Вот. Вот так. Bismillahirrahmanirrahim. Yine ön salam. Она красиво делает треугольники. Sen çok beğendim. Kolay şapayım. Merci. Сколько лет маме? Маме 87. Аллах, я шкур. Аллах шикар, да. Мне скоро будет 67. Через неделю, Аллах берса. Şu ay şu. А? Нәрсе шуа? Шумай. Была шулай. Раньше она только готовила
когда мы на работе. Все на готовенькое мы приходили. Дом открытый, все готово. Дети под присмотром. У нас 5 сыновей. Машаллах. Да, от мамы не хотелось отставать. Я самая младшенькая в семье. Моя мама, она тоже сама из деревни. Но вот видите, они же жили и в городе, и в Арске жили. Все они и в молодости видели, и голод, и холод, и войну видели. Бабушка, а эчпачмак готов? Я кушать хочу. Скоро будет? Вот как. Нет еще. Скоро будет. Сынок, с мячиком домой не заходи. А то в дом молния попадет. Иди, я позову тебя, когда будет готово. Ладно. Иди, погуляй. Проголодался? Да, проголодался, Аппетит нагулял. играл, нагулялся. Buradayım hemen. Hadi birem ben. Hazır tabağımıyla biremiz. Раньше мы сами гусей растили. И вот из гусиного пера делаем кисточку. Масло тоже свое. Мажем, чтобы треугольники не прилипали. И так вкуснее бывает, красиво бывает. Они поджарятся. Теперь второй пойдет у нас. Здесь осталось. Бисмиллахиррахманиррахим. Сейчас посмотрим первый у нас. 20 минут прошло. Разрумянились чуть-чуть. Эх, если бы печка была, сразу бы все испекли. Печка, говорит, у нас была там вот, в середине дома стояла печка большая. Там сразу 6 сковородок засунешь, и, да, помещается, и все сразу готово. Вот она говорит, эх, если бы печка была. У меня есть дома печка. Скажите Ире. Он говорит, что у него есть дома печка. Benim evimde бар. Печка. А у нас нет. Вот сейчас я взяла, надо бульон налить. А бульон я положила еще чуть-чуть сливочное масло, чтобы он сочным был. Эчпачмак. Треугольники. Да. Аромат стоит, да? Для этого дырочку, да, оставили? Да, для этого. Специально. Ну, по ложечке. Можно еще по 2 положить. Как уж хочется. Потом его с холодным молоком у нас мальчики едят. Эчпачмак? Да, с холодным молоком. Они все холодное молоко просят. Молоко, которое доили, уже успело остыть? Нет, наверное, еще нет. А есть холодное молоко? Сейчас посмотрим. Я хочу попробовать с холодным Да. молоком. Или с катыком можно? Катык Да, тоже можно? можно, конечно. С катыком тоже можно. А вы катык делаете сами тоже? Да, катык сама сделала. Вот есть у меня катык. А из молока вообще что делаете еще, кроме вот катыка? Творог делаем, сметану получаем, вот тоже. Сепаратор да, есть у вас? сепаратор есть свой, конечно, куда уж без него-то. Кому еще гостинцы-то как? Всем родным, вот как приезжают, я уж заранее готовлю сметану, творог.
Сначала маме даю, потом хозяину. Нет, потом гостю лучше. Потом хозяину. И вот это Себетин Селевна. Так, вот коты к вам. Если хотите, молока налью. Правду сказать? Да? Очень хочу. Давайте. Хорошо, сейчас молока налью. Вот оказывается, как кушать надо. Оказывается, надо вот так, да, делать сначала, да? Не обязательно. Да? Даже горячий. Я, как хозяин делает, я так буду делать. Вот молоко. Эй, Рахмат. Дегустируйте, скажете. У меня тоже много. Tiyanesi vereyim oğlum. Katak vereyim mi? Süt vereyim mi? Süt. Hayır, süt vereyim. Nişip bulgan. Рахмат. Ну, вкус какой? Очень хороший вкус. Не как с мясом, да? Ну, разнообразие, это же хорошо. Да. Рабия Ханом, Ау. Клара Ханом. Камля рецепт учун Рахмат. Это еще вкусно, потому что руки мамы туда вкладывала свою душу.